Всем привет! Если вас заинтересовали эти кадры, то вам следует смотреть как минимум половину этого видео, так как в нем я буду разбирать, почему человеку вообще интересна какая-то агрессия, ее наблюдение. Не стесняйтесь задавать вопросы в комментариях, если что-то не понимаете, или критиковать, если какие-то мои выводы показались вам неубедительными. И приступим. Как можно было заметить из кадров драки обезьян, участие в конфликте непосредственно принимают только 2 обезьяны, остальные просто скачут вокруг них и орут. Чем-то это напоминает рефери на ринге. Но что важно понимать с точки зрения принятия насилия, агрессии и всего остального. Человеку интересно насилие и нравится насилие, которое он считает справедливым. А вот какое именно насилие он считает справедливым, во многом зависит от культуры и различных факторов, которые я сейчас буду разбирать. Как пример справедливого насилия стоит вспомнить Компота, которого 10 лет назад, даже уже, наверное, больше, называли учителем года, хотя вроде бы избиение ребенка – это что-то плохое. Но в ситуации, когда ребенок сам являлся зачинщиком конфликта, это большинство населения на тот момент сочло справедливым. Ну и начнем с погружения в далекую историю, к предкам обезьянам и не только. Любые виды, даже не обязательно хордовые, так или иначе можно проследить какие-то аналогии с человеком. Важно не путать пищевое поведение и агрессию. Если взглянуть на тарелку, пусть немного подгоревших вареников, вы не испытываете к ней, скорее всего, какого-то негатива. То есть кошка не испытывает к мыши какой-то агрессии, это просто еда. Но в обратную сторону агрессия – это вполне себе защитный механизм, потому что обезьяна, которая в ответ на то, что ее как-то хищник схватил за ногу, ударил этого хищника, с большей вероятностью выживет, чем обезьяна, которая не стала атаковать в ответ. То есть это банальный эволюционный механизм, способствующий выживанию и оставлению потомства. Также важно заметить, что для древней обезьяны, и неважно, любого существа, нет большой разницы, кто попытается ее убить. Это упадет камень со скалы или сожрет какой-то хищник. Результат один – прекращение жизнедеятельности и прекращение воспроизводства потомства. Поэтому с камнем понятно, что агрессия не поможет, но вот в случае с хищником она обеспечивает какое-то повышение шансов на выживание. И как пример человеческого поведения в той же ситуации, если что-то уронили на ногу или испытали какую-то еще резкую боль, вполне естественно какая-то агрессивная реакция, ударить кулаком в стену или по столу, то есть это вот берется из древности. Ну и забавный анекдот на тему того, что агрессия способствует выживанию. Это старый анекдот про бойца, который выиграл бой после того, как укусился сам себя за яйца. Далее переходим к пищевому поведению, которое я уже затрагивал на варениках. Но тут важно, то есть агрессия, точнее то, что выглядит как агрессия к другому виду, является в целом нормой, потому что любому хищнику нужно кого-то есть. Хищнику или даже всеядному существу, как человек. Это не принципиально. То есть, если какой-то вид воспринимается не как родственный, а как какой-то другой, то атака на него становится более приемлемой. И дальше мы к этому вернемся, когда дойдем до разделения на своих и чужих. Также важным моментом является то, что виды бывают турнирные и парные. Турнирные виды – это, к примеру, львы, где альфа-самец получает наибольший доступ к ресурсам в плане еды, размножения и так далее. И парные виды, у которых составляют пару, которая занимается выращиванием потомства и его обучением до того, как он не достигнет репродуктивного возраста в основном. То есть это просто разные подходы к выживанию. И тот, и другой имеет место быть, и в человеке они сочетаются оба. То есть можно найти человеческие культуры, которые более склонны к парному поведению, и те, которые более склонны к турнирному.
Это, можно сказать, следствие очень высокой приспособляемости человека к различным условиям. И следствие, или наоборот, способ. За счет того, что человек вид социальный, у него, как и у любых социальных видов, важна иерархия в стае. И эта иерархия, она достигается, как правило, за счет конфликтов. То есть кто-то кому-то вцепился в глотку, павиан, лев, человек, не принципиально. И тот, кто этот поединок выиграл, он становится выше по социальной лестнице. У приматов на это докладывается еще и то, что мало того, что нужно забраться выше по социальной лестнице, это место еще надо удержать. Из-за чего альфа-самец заинтересован в том, чтобы его боялись. То есть не тратить ресурсы на отстаивание своего места путем градобоя и так далее, а запугать всех ниже его по иерархии в стае, чтобы к нему лишний раз не лезли. Это можно наблюдать у очень многих видов, и у человека на уровне каких-либо иерархических структур, типа хоть государство, хоть ОПГ, без разницы. Еще важный момент примера того, что конфликт является средством достижения ресурса. Это, к примеру, петушиные бои, в которых петухам в начале боя часто показывают курицу. Показывали. Их много где запретили, но в культуре они были довольно широко распространены, причем гораздо шире, чем гладиаторские бои. Аналогией на курицу в петушиных боях может являться классическая история про рыцаря, который освобождает прекрасную принцессу у дракона. То есть в данном случае принцесса выступает как такая курица и приз. То есть убил каких-то там демонов, дракона, еще кого-нибудь, получил приз в виде принцессы. И забавная аналогия из современного мира — это то, что во всяких единоборствах очень часто таблички с таймами выносят довольно симпатичные и открыто одетые девушки. То есть не то, чтобы такая девушка являлась призом на этом соревновании, но появление ее на поле, оно способствует реакции бойцов по самомотивации, следовательно, для зрителей делает бой более ярким и интересным. Пример сохранившихся рефлексов на обезьяньем уровне — это реакция на агрессивное поведение со стороны другого примата. То есть вот оскал, который является классическим проявлением агрессии, скорее всего, вызвал какие-то негативные эмоции у вас, как у зрителя. Для чего важно наблюдение за конфликтом в стае для особей, которые в самом конфликте не участвуют? Если условный Вася видит, как кто-то побил Петю, а Петя до этого побил Васю, то Вася понимает, что тот, кто побил Петю, он сильнее его самого. То есть ему не нужно лезть к этому более главному самцу в стае, лично огребать по лицу, чтобы понять, что он ниже. То есть, следовательно, соблюдение иерархии ведет к обеспечению своей безопасности. По крайней мере, до того момента, пока не доберется достаточной мышечной массы или еще что-то, что позволит бросить вызов альфа-самцу. У людей, соответственно, то же самое, только статус в иерархии еще подтверждается какими-то дополнительными факторами, как типа бейджик, значок, малиновые штаны или еще что-нибудь. Опять же, просто средства, инструмент. Что еще важно, про что я уже говорил, что альфа-самцу, главарю и так далее, нежелательно лично вступать в конфликты лишний раз, чтобы не тратить свои ресурсы. Поэтому это классический исторический нарратив, что прежде чем произошла схватка с главным врагом, каким-нибудь князем демонов, неважно, сначала нужно победить его предшественников. То есть вожаку выгоднее, чтобы какой-то особь, пытавшийся
пытающийся забраться выше по социальной лестнице, на этой лестнице остался, не дойдя до него. То есть классический сюжет, который наблюдается в разных обществах. И далее переходим уже к людям, когда они сформировались как вид. Есть охотники-собиратели, но они нам не особо интересны в рамках данной лекции. Поэтому переходим к тем, кто занимались сельским хозяйством, то есть, условно, крестьяне, и скотоводы. Что важно у скотоводов, как у культуры? То, что основным их источником пищи является скот. А у скота есть такое интересное свойство, как самоходность. То есть скот проще украсть. Вследствие чего у этих кочевых культур скотоводов возникли средства социальные защиты этого скота. То есть у них появилась каста воинов, которая изначально занималась защитой своего скота, но как там, где защита, там и нападение на вон чужого. Поэтому именно всякая воинская доблесть и так далее, она характерна вот для кочевых культур скотоводов, которые, если верить курганной гипотезе из приблизительно Каспийской области, северное побережье Каспия, приблизительно, во время переселения народов расселились по всей территории Европы. Но тут понятно, что воинственность воинственностью, но на кого эта воинственность направлена? У любых видов существует деление на своих и чужих. То есть для человека это деление может носить очень разнообразный характер, то есть речь, цвет кожи, разрез глаз, шарфик любимой команды или нелюбимой, флаг на одежде и так далее. То есть любой критерий, он будет срабатывать в силу сложного развития мозга, который не сильно отделяет человека от животных, от других животных все равно. И в рамках этого агрессия и насилие к представителю чужих в большинстве случаев становится приемлемым. Само деление на своих чужих, оно может размываться, там, ситуативно и так далее, но сама суть такая. И что важно заметить, это деление на своих чужих, оно наблюдается, точнее, реакция на своих чужих, она наблюдается даже у младенцев. То есть это врожденная особенность. То есть если младенец постоянно видит лица какой-нибудь, условно, белой расы, то на фотографию лица представителя расы с более темным цветом кожи будет более внимательная реакция. То есть даже младенец заметит, что что-то здесь непривычное, не то, чужое. И теперь уже перейдем к непосредственно истории поединка как культурного явления. Наверное, для европейцев самым ярким представителем древнего поединка являются гладиаторские бои. Изначально они появились из похоронных обрядов, то есть классический подход, что человека в пути на тот свет нужно снабдить всем необходимым, то есть, а во времена Древнего Рима необходимы были рабы. И поэтому, если человек имел достаточно высокий социально-экономический статус, при его похоронах убивали какое-то количество рабов, то есть приносили их в жертву, чтобы они прислуживали ему и на том свете. Но в какой-то момент кому-то пришла хорошая идея, что хорошая, на тот момент для людей той культуры хорошая, что зачем убивать рабов просто так, если их можно стравить с друг другом и посмотреть, кто выиграет. Опять же, возвращаясь к обезьянам, драка между обезьянами вызывает интерес. Тут драка между лысыми прямоходящими обезьянами, которые воспринимаются как чужие, потому что в рабство забирали все-таки в основном представителей других племен, которые чем-то отличались от римлян. Но при этом стоит заметить, что феномен гладиаторских боев, он характерен только для Древнего Рима. В каких других культурах я не нашел упоминания о схожих явлениях.
Кулачные бои, да, их полно. То есть они встречаются у огромного числа народов. К примеру, японское сумо, что тоже не кулачное, но суть в том, что в процессе него редко кого-нибудь убивали. Но опять же, возвращаясь к обезьянам, опустить члена стаи ниже по иерархии, нагнив ему морду, это в целом нормально. А вот именно прям вот убийство внутри одной социальной группы, это прям редкое явление. Даже у людей к этому готовы только 5% населения. Рожденных. То есть остальные 95% в случаях, если их запихивают в армию или еще куда-нибудь, их требуется специально натаскивать. С чем это может быть связано? Потому что в целом насилие это вроде бы человеку интересно, но при этом почему-то вот вооруженное насилие между людьми – это зрелище, которое не во всех культурах появилось. Я считаю, что сильно вероятно, что это связано с тем, что право на войну во время античности было привилегией. То есть война – это способ законно пограбить какого-нибудь соседа, неважно какого. Следовательно, в случае успеха это очень выгодное предприятие. И пускать какой-то плебес в это мероприятие аристократия древняя совершенно не хотела. Это был их бизнес, которым они занимались. Следовательно, и всякие воинские зрелища, они тоже носили такой клубный характер. То есть какие-нибудь там поединки самураев, дружинников, любых других людей, связанных с воинской профессией, не показывали широкой публике, потому что, ну а зачем кого-то учить или сподвигать на изучение? Он посмотрит на это, научится пользоваться мечом, а потом начнет предъявлять права на твои ресурсы, кому это надо. Но, возвращаясь к гладиаторским боям, постепенно они отмерли. Это связывают с приходом христианства, но, на мой взгляд, это просто снижение и агрессивности населения за счет оседлого образа жизни, и фактор упадка Римской империи, что снизился приток рабов, а следовательно приток чужих, которых не жалко выпустить в Колизей, и чтобы они там дрались со львами или друг с другом. Но при этом в Европе сохранилась такая интересная штука, как судебный поединок. То есть различные картинки, причем, опять же, возвращаясь к теме справедливости насилия. Интересный рисунок с судебным поединком мужчин против женщины, где мужчина сидит в яме. То есть в рамках судебного поединка стремились к тому, чтобы у обоих участников были равные шансы на успех. То есть Божий суд и вот вся вот эта вот. Следовательно, за счет того, что мужчины в среднем более физически развиты, чем женщины, их сажали в яму. То есть в данном случае судебный поединок – это, к примеру, поединок вдовы с тем, кто виновен в смерти мужа. Ну и, следовательно, из этих же судебных поединков вытекает благородная дуэль, которая, кстати, просуществовала значительно дольше. Опять же, возвращаясь к теме закрытого воинского клуба аристократии. Тыкать железками друг друга представителей воинского сословия – это нормально, а вот всякому плебесу это неподобающе. Скорее всего, это просто экономия населения, чтобы они не убивали друг друга почему зря. И перейдем уже к современному состоянию спорта. Для начала спорта в целом. То есть как он монетизируется. Это или вариант, что есть какие-то спонсоры и внешние источники денег, которые зарабатывают на том, что состязание видит множество зрителей, либо это монетизация через стартовый взнос. То есть ты приезжаешь на соревнование, платишь деньги, и в итоге тот, кто в этом соревновании победит, тот забирает часть общей суммы внесенных денег. Культура боя без оружия, она, по сути, идет еще с
со времен, когда человечество не сформировалось как вид, а еще с далеких предков обезьян. Но современное состояние — это наиболее яркий, это бокс и UFC. То есть смешанные боевые искусства с различными промоушенами. Но как пример, доказывающий, что человечеству все еще интересен городобой, это то, что в 2023 году выручка UFC, самый известный промоутер боев ММА, составила около 1,3 миллиардов долларов. То есть для зрелища довольно прилично. И еще важным до сих пор сохранившимся видом поединка, довольно распространенным, является коррида. То есть бой человека против быка. Опять же, возвращаясь к обезьянам. Чтобы сравнить чью-то силу со своей, не обязательно, чтобы бой происходил между представителями одного вида. Если ты видишь, как какая-то альфа-обезьяна умудряется победить какое-то крупно-агрессивное животное, то логично предположить, что если ты это животное победить не можешь, то эта обезьяна сильнее тебя. То есть, опять же, довольно простое сравнение, которое не требует сильно развитого мозга. Вот, следовательно, бык за счет того, что животное широко распространенное в сельском хозяйстве, крупное, достаточно агрессивное, следовательно, там, где они водились, возникла вот эта культура корриды. Где-то ее запретили, где-то нет, где-то до сих пор про это спорят, но вот сам факт, что такое явление существует, и причем до сих пор. Собственно, для моего проекта это, наверное, ближайшая аналогия, потому что охота на медведя с копьем, она как раз-таки представляет поединок между человеком и представителем какого-то крупного агрессивного вида. На этом все. Если видео понравилось, то в идеале делитесь им с друзьями, потому что YouTube как-то странно продвигает видео, и полной уверенности, что лайки и комментарии этому сильно способствуют, у меня нет. Но тоже, если понравилось, то лайкайте, комментируйте. Если есть идеи, где поискать высокооплачиваемую работу, то тоже пишите, потому что сейчас я в поисках. Всем до встречи в следующих публикациях. Всем пока.